Сегодня мы поговорим о невероятной идее, способной навсегда изменить ваше восприятие реальности. Что если наш мир не просто набор случайностей или виртуальная программа, а живое и осмысленное сознание, частью которого являемся мы сами? Вы узнаете, почему ученые и философы все чаще подтверждают древние мистические истины, и услышите уникальный рассказ писателя Ричарда Баха, пережившего клиническую смерть и вернувшегося с посланием для всего человечества. Сегодня мы шагнем далеко за пределы популярной теории о том, что мир вокруг нас — симуляция. Мы внимательно рассмотрим ее слабые стороны, опираясь на науку и философию, и сделаем шаг дальше, туда, где нас ждет гораздо более удивительная реальность. Что, если мы живем не в матрице, а внутри огромного живого сознания? Готовы ли вы увидеть мир совершенно новым взглядом? Тогда добро пожаловать в путешествие, которое изменит ваше восприятие навсегда. А что, если мы не в симуляции? В последние годы гипотеза симулированной реальности завоевала небывалую популярность, став предметом серьезных научных дискуссий. Ученые и философы, такие как Ник Бостром и Илон Маск, активно обсуждают вероятность того, что мы живем не в объективном физическом мире, а в виртуальной матрице, созданной некой высшей цивилизацией. На первый взгляд идея выглядит вполне разумной. Современные технологии виртуальной реальности и стремительное развитие искусственного интеллекта как будто подталкивают нас к этому выводу. Если представить, что прогресс не остановится, рано или поздно человечество будет способно создавать симуляции, полностью неотличимые от реальности. Но здесь возникает логический парадокс: если такие симуляции возможны, их будет невероятно много. Значит, вероятность того, что мы живем в базовой, оригинальной реальности, ничтожно мала. Однако такой подход имеет слабые места, которые нельзя проигнорировать. Главная проблема — антропоцентризм. Человеку свойственно объяснять мир через понятия, близкие и понятные ему в конкретную историческую эпоху. Когда-то древние греки представляли Вселенную как музыкальную гармонию сфер. В эпоху механики мир казался гигантским часовым механизмом, созданным небесным часовщиком. Сегодня, в цифровую эру, естественно видеть Вселенную в виде компьютерной программы. Но это лишь способ восприятия, а не объективное объяснение действительности. Философ Томас Метцингер, один из ведущих исследователей сознания, подчеркивает, что наше восприятие никогда не отражает реальность напрямую. Вместо этого мозг создает внутреннюю модель мира. Мы не видим мир таким, каким он является на самом деле, мы видим только его модель, удобную и понятную для нашего выживания и адаптации. И именно здесь может скрываться причина нашего ощущения того, что мир не настоящий, иллюзорный или симулированный. Известный физик Джон Арчибальд Уиллер развивал идею о том, что сознание не просто наблюдает мир, но и активно участвует в его формировании. Его знаменитая фраза «Вселенная — это участие». Уиллер утверждал, что наблюдатель играет ключевую роль в том, каким будет мир на фундаментальном уровне, вплоть до квантовых процессов. Если мы принимаем эту точку зрения, гипотеза симуляции начинает терять строгость. Ведь в ней обязательно присутствует внешний программист, творец, создатель, что возвращает нас к старому, почти религиозному взгляду на Вселенную. Но возможно ли, что реальность одновременно и объективна, и подвержена влиянию сознания? Здесь вступает в игру квантовая механика с ее загадочными парадоксами. Эксперимент с двойной щелью показал, что частицы меняют свое поведение в зависимости от того, ведется ли за ними наблюдение. Чем не подтверждение того, что реальность обладает удивительной пластичностью, способностью менять собственные законы в зависимости от наблюдателя? Если бы мир был просто кодом, то он следовал бы четким, неизменным правилам. Однако наблюдаемые феномены скорее говорят о том, что мы взаимодействуем с чем-то гораздо более странным, чем строго прописанная программа. Известный нейробиолог Дональд Хоффман вообще предлагает радикальную мысль: мир, который мы видим, это лишь интерфейс, не имеющий ничего общего с подлинной реальностью. По его словам, сознание воспринимает мир не таким, какой он есть, а таким, какой ему удобно видеть.
Эволюция не стремится показать нам правду, ей важна лишь полезность восприятия. Следовательно, все, что мы считаем объективной реальностью, всего лишь наше восприятие удобного интерфейса. Интересно, что схожие мысли высказывали мистики и философы далекого прошлого. Гностики, древние индийские мыслители, буддисты утверждали, что окружающий нас мир иллюзорен, а его истинная природа скрыта от сознания человека. Современная наука, словно по иронии судьбы, постепенно приходит к схожим выводам, используя совершенно иные методы. И все же, если не симуляция, то что? Возможно, мы столкнулись не с матрицей, а с чем-то гораздо более сложным и удивительным. Что, если мы находимся внутри огромного, бесконечно сложного сознания, живой структуры, которую невозможно уложить в рамки компьютерного кода? Это сознание реагирует на нас, взаимодействует с нами, порождает события, случайности, сны и символы, словно пытаясь вступить в диалог. Мы все время ищем четкое, строгое объяснение миру. Но мир ускользает, сопротивляется, показывает нам лишь отблески своей истинной природы. Возможно, реальность никогда не была статичной структурой, а всегда была подобна живому организму, который меняется, адаптируется и развивается вместе с нами. Мы стоим на пороге удивительного открытия. Оно может заключаться в том, что Вселенная — это не мертвая программа, не застывший код, а живое, изменчивое и глубоко разумное пространство, где сознание человека — всего лишь небольшая часть чего-то неизмеримо большего. Что, если гипотеза симуляции — лишь промежуточная остановка на пути к настоящей, по-настоящему глубокой и удивительной истине о мире, в котором мы живем? Если гипотеза симуляции оставляет за собой слишком много вопросов, то что может быть реальной природой нашего бытия? Возможно, ответ лежит там, куда мы обычно не заглядываем, в сознании самой Вселенной. Впервые такой подход серьезно предложил еще физик и философ Эрвин Шрёдингер, один из отцов квантовой механики. Он считал, что сознание неотделимо от реальности и является ее неотъемлемой частью. Шрёдингер писал, что сознание не может возникнуть случайно или быть просто продуктом нейронной активности. Скорее, оно фундаментально, как время, пространство и энергия. Он не был одинок. Физик-теоретик Макс Планк также говорил, что сознание первично, а материя вторична. Значит, возможно, сама материя — лишь внешняя проекция чего-то глубоко разумного. Эта гипотеза ведет нас к идее панпсихизма, философской концепции, согласно которой сознанием обладает абсолютно все во Вселенной. Философ Дэвид Чалмерс утверждает, что сознание является фундаментальным строительным блоком реальности. Мир становится гигантским океаном сознания, где все связано и переплетено на уровнях, о которых мы даже не подозреваем. Представьте, что вся Вселенная — это не механический механизм, а живой организм, подобный огромному мозгу. Если так, то мы — это не просто наблюдатели, а нейроны этого космического сознания, через которые оно познает само себя. Это сознание не статично, оно эволюционирует, оно развивается вместе с нами. Каждый человек — точка, через которую Вселенная осознает новые грани самой себя. На первый взгляд кажется фантастикой, но подобные идеи имеют реальные основания в современной физике. Согласно квантовой теории поля, вся материя — это лишь возбужденные состояния квантовых полей, распространяющихся по всему пространству. А что, если сознание — это тоже поле, только более сложное и тонкое, способное порождать мысли, эмоции и даже смысл жизни? Подтверждением этой идеи становится феномен нелокальности в квантовой физике, открытый Эйнштейном и позднее подтвержденный опытами физика Алана Аспе. Частицы, удаленные друг от друга на огромные расстояния, мгновенно реагируют друг на друга, будто они связаны невидимыми нитями. В таком случае Вселенная — это не просто набор объектов, а бесконечная сеть взаимодействий, живая ткань, реагирующая на каждое действие. Древние философские учения, такие как индуизм, описывали нечто подобное. Они называли это сознание Брахман, фундаментальное поле, связывающее все сущее. Современные исследователи сознания, такие как Роберт Ланца, автор теории биоцентризма, приходят к схожим выводам.
Реальность рождается не в материи, а в сознании, и наше присутствие – ключевой фактор существования Вселенной. Но что еще интереснее, так это способность сознания создавать смыслы, совпадения, синхроничности, описанные Карлом Юнгом. Юнг считал, что случайности вовсе не случайны. Они возникают, когда внутренний мир человека пересекается с внешним миром, словно две волны, которые порождают особый смысл именно в тот момент, когда это необходимо. Что это, если не признак того, что реальность обладает осмысленностью, намерением и разумом? Эту мысль поддерживал и физик Вольфганг Паули, один из ключевых создателей квантовой механики. Паули верил, что физика и психология неразделимы, и Вселенная глубоко осмысленна. Наш внутренний мир не изолирован, он — часть внешнего космоса, и сознание способно взаимодействовать с реальностью напрямую, порождая невероятные совпадения, открывающие новые смыслы бытия. Современные исследования человеческого мозга добавляют этому убедительные доказательства. Нейроученые, такие как Антонио Дамассия, выяснили, что сознание — это процесс взаимодействия, а не замкнутая система. Мозг постоянно получает сигналы из внешней среды, и эти сигналы влияют на нас гораздо глубже, чем мы думаем. Если реальность и сознание переплетены, то наше внутреннее состояние может напрямую влиять на мир вокруг. Получается, Вселенная — не мертвый механизм, не виртуальная симуляция, а бесконечно сложная, разумная и живая среда, которая постоянно взаимодействует с нами, формируя смыслы, опыт и события. Возможно, все события нашей жизни — не случайность, а глубокий диалог с сознанием Вселенной, в котором мы участвуем, даже не осознавая этого. Именно это, вероятно, и является ответом на главный вопрос о природе реальности. Она живая, она разумна, она осознает себя через нас. Мы — не пассивные зрители и не виртуальные сущности, мы — живые проводники сознания, через которых мир пытается познать себя. Эта картина мира может стать революцией в нашем восприятии действительности. Вместо того, чтобы ощущать себя потерянными и одинокими в холодном космосе, мы обнаруживаем, что никогда не были одни. Все, что с нами происходит, не ошибка в матрице, а уникальное проявление сознания, осмысленно направленного на нас. Возможно, именно в этом заключается глубочайший смысл нашего существования. Что, если реальность всегда была гораздо более странной, глубокой и захватывающей, чем любая симуляция? Что, если мы находимся внутри сознания, которое всегда осознает и чувствует нас, как мы чувствуем его? Именно в этом пространстве перед воплощением душа видит свою будущую жизнь целиком, как карту, разложенную на ладони. Она знает, что не сможет все проконтролировать, потому что свобода воли будет частью земного опыта. Но душа заранее чувствует, каждый поворот, каждый выбор, каждая встреча будет наполнена смыслом, даже если этот смысл не всегда будет очевиден в моменте. Перед рождением душа испытывает не только осознанность, но и особую нежность к тем, кто встретит ее в новом теле. Она видит своих будущих родителей не такими, какими они будут внешне, а как энергии, как роли в великой пьесе, в которой все участники пришли помочь друг другу вспомнить, кто они. Бывает, что душа выбирает родиться в семье, где будет боль, отвержение или даже насилие, не из мазохизма, а потому что именно в таких обстоятельствах может быть пробуждение, обострение чувств, развитие глубокой сострадательной силы. Бывает, что перед воплощением душа долго колеблется. Ведь она знает, что, войдя в тело, она на время забудет, кто она есть. Она лишится легкости, ясности, божественного знания. Все, что нам рассказывали о человеческой жизни и смерти, лишь малая часть огромной духовной картины, скрытой от наших глаз за завесой привычной реальности. Древние мистические учения и современное духовное исследование единодушны в одном: жизнь души начинается задолго до ее земного воплощения. Но где же находится эта таинственная территория, в которой наши души пребывают до того, как прийти в этот мир? Еще древние египтяне и шумеры были убеждены в том, что душа пребывает в особом духовном пространстве, которое они называли залами Аменти и Домом Вечности.
В этих местах, как утверждали они, души ожидали момента своего рождения на земле, получая наставления и напутствия от более мудрых существ, которых называли хранителями или учителями. Подобные свидетельства сохранились в древних ведических текстах, где говорится, что до рождения душа находится в промежуточном мире, называемом Антаралока, пространстве между небом и землей, где она принимает решение о своем будущем воплощении. Современные исследования феномена прошлых жизней, проведенные такими известными авторами, как Майкл Ньютон и Брайан Вайс, подтверждают эту древнюю мудрость. Тысячи людей, находясь под глубоким гипнозом, описывают практически одинаковые переживания того, как они находились в светлом, но трудно описываемом словами пространстве, наполненном покоем, любовью и абсолютным знанием. В этом загадочном месте души общаются между собой и с мудрыми существами, получая советы и инструкции относительно того, какой жизненный опыт им предстоит прожить на Земле. Самое удивительное в этих свидетельствах заключается в том, что все без исключения говорят о полной осознанности и свободе выбора, которыми обладают души до своего рождения. Они описывают это пространство как некое сияющее измерение, наполненное невообразимым светом, где каждая душа способна видеть все возможные варианты своей будущей жизни. В нем нет страха, боли или сомнений, напротив, есть глубокое понимание цели и миссии, с которой душа собирается прийти в мир людей. Тем не менее, возникает резонный вопрос, почему эта информация тщательно скрывается или подвергается сомнению в современном обществе? Дело в том, что осознание подобной истины могло бы полностью перевернуть устоявшуюся модель религии, общества и человеческого восприятия мира. Понимание того, что душа не просто случайно оказывается в этом мире, а приходит сюда с конкретной целью и заранее выбранными жизненными уроками, лишает многие институты контроля над сознанием человека, давая людям абсолютную духовную свободу и личную ответственность за свою жизнь. Однако, несмотря на попытки скрыть или дискредитировать подобные знания, огромное количество свидетельств подтверждает реальность существования пространства душ. Исследователи сознания уверенно заявляют, что этот мир намного реальнее, чем можно себе представить, и гораздо ближе к каждому из нас, чем мы думаем. Более того, в последнее время появляется все больше доказательств того, что люди способны временно попадать в это пространство во время клинической смерти, медитации или глубокого гипноза, возвращаясь обратно на Землю с удивительными и точными воспоминаниями. Сама природа этого загадочного мира не имеет физического воплощения в привычном понимании, это измерение чистого сознания, энергии и информации. Там души не ограничены физическим телом и временем, они способны воспринимать прошлое, настоящее и будущее одновременно, видя последствия всех своих возможных решений. В этом пространстве царит абсолютная гармония и понимание того, что жизнь на Земле — это лишь этап огромного духовного пути, наполненного множеством воплощений и непрерывным духовным ростом. Удивительным открытием последних десятилетий стало то, что душа сама выбирает не только обстоятельства своего рождения, но и конкретных людей, которые будут ее родителями, родственниками и близкими в земной жизни. Это решение никогда не бывает случайным, оно основано на глубоком понимании того, какие именно уроки и опыты необходимы душе для ее дальнейшего духовного роста. В этом процессе душе помогают опытные духовные наставники, чьей задачей является поддержка и направление душ в принятии важнейших решений о следующем воплощении. Почему же так важно знать о существовании этого мира? Потому что это знание полностью меняет взгляд человека на его жизнь, трудности и обстоятельства, с которыми он сталкивается на Земле. Осознавая, что каждый вызов был выбран душой еще до рождения, человек перестает чувствовать себя жертвой обстоятельств и начинает воспринимать свою жизнь как осознанный духовный путь, наполненный глубоким смыслом и ценностью. Таким образом, тайна о том, где находятся души до рождения, не только раскрывает нам глубочайшую духовную правду о нашем существовании, но и предлагает уникальный шанс взглянуть на свою жизнь по-новому. Понимание того, что каждый человек приходит в этот мир осознанно и с заранее определенной целью, дает ему мощнейший инструмент для личной трансформации, осознания своего предназначения и, возможно, кардинального изменения своей судьбы.
Один из самых поразительных духовных парадоксов заключается в том, что душа, приходящая в этот мир, делает это не случайно и не по принуждению. Напротив, она сама выбирает, когда и где родиться, в каком теле, с какими родителями и даже с какими испытаниями столкнуться в течение жизни. Эта информация может перевернуть представление человека о себе и своей реальности, потому что лишает его идеи жертвы и открывает перед ним нечто гораздо большее – осознанный выбор. По данным регрессионной терапии, практики погружения в воспоминания души, люди, побывавшие в состоянии между жизнями, описывают почти идентичный процесс выбора будущего воплощения. Душа как будто просматривает варианты, каждый из которых несет в себе разные уроки, сценарии и уровни сложности. Это не просто просмотр фильма, это глубокое ощущение, какое воплощение даст наибольшую пользу для ее роста, осознания, очищения и завершения старых кармических связей. Нам может быть сложно принять это, особенно если текущая жизнь наполнена болью, утратами и несправедливостью. Но именно такие опыты душа чаще всего выбирает, когда она готова к ускоренному росту. С точки зрения духовного плана, страдание – это не наказание, а инструмент, с помощью которого душа развивает силу, сострадание, смирение, прощение и любовь. Более того, души часто инкарнируются в группах с теми, кого уже знали в прошлых жизнях. Это объясняет, почему мы иногда чувствуем сильную связь или, наоборот, неприязнь к людям, которых только что встретили. В пространстве между жизнями душа заключает соглашения с другими душами, контракты, где каждая сторона соглашается сыграть определенную роль в жизни другой – родителя, ребенка, врага, учителя, спасителя. Эти соглашения могут казаться суровыми, особенно когда они включают предательство, утрату или насилие. Но в духовной реальности, где нет эго и разделения, душа понимает, даже самые болезненные роли – это проявление любви, потому что они служат нашей трансформации. Душа, согласившаяся быть врагом, в высшем смысле не враг, а добровольный катализатор роста. Согласно записям и опыту Майкла Ньютона, души выбирают не только сценарий, но и тело, в которое воплотятся. Им показывают разные варианты тел, национальностей, генетических линий, с их слабостями и потенциалами. И каждый выбор имеет цену, где-то будет больше внутренней свободы, но меньше поддержки, где-то благоприятные условия, но кармическая нагрузка. Душа выбирает то, что соответствует ее текущей духовной задаче. Иногда души просят воплотиться с ограничениями: инвалидность, бедность, тяжелое детство. Почему? Потому что они хотят освободиться от привязанности к внешнему, обрести внутреннюю силу, преодолеть иллюзии и вспомнить, кто они есть на самом деле. И именно такие жизни, которые снаружи кажутся самыми тяжелыми, нередко оказываются самыми трансформирующими и светоносными. Есть и души, которые выбирают родиться в комфортных условиях, чтобы сосредоточиться на творчестве, служении другим или исцелении старых травм. Они приходят с миссией не ради собственного роста, а чтобы передать знания, энергию, изменить систему изнутри. Такие души часто чувствуют, что не отсюда, им трудно адаптироваться, но внутри них свет и мудрость многих жизней. Процесс выбора судьбы сопровождается наставниками, более старшими душами, которые помогают оценить кармические долги, нереализованные уроки, внутренние потребности. Наставники не диктуют, они показывают: вот что ты еще не прошел. Вот где ты застрял. Вот куда ты можешь пойти, если осмелишься. И в этот момент душа делает свой выбор. Иногда душа знает, что путь будет очень трудным, но соглашается, потому что знает, у нее хватит сил. Душа не приходит в тело без внутреннего согласия и уверенности, что сможет прожить и завершить этот опыт. Даже когда человек на земле забывает об этом, его душа все помнит. Но по мере взросления, под влиянием системы, страха, ограничений, человек теряет связь со своей душой, начинает верить в то, что он – случайность, результат внешних обстоятельств. Именно тогда начинается страдание, когда мы забываем, зачем пришли. Но душа никогда не уходит полностью. Она дает нам знаки, сны, интуицию, повторяющиеся события, чтобы напомнить: это твой путь, ты сам его выбрал, и ты можешь пройти его с достоинством.
Если бы каждый человек знал, что его душа выбрала этот опыт сама, что все происходящее не случайно, а имеет смысл, исчезло бы огромное количество боли, вины, обвинений и страха. Появилось бы принятие, сила, осознанность, желание расти и понимать. Мы бы начали смотреть на жизнь не как на испытание, а как на осознанный выбор Великого Духа в поиске опыта. Поэтому правда о том, как душа выбирает свою судьбу, это не просто красивая идея. Это ключ к внутренней свободе. Это ответ на вечные вопросы: почему это со мной, за что мне это, и главное, зачем я здесь. Ты здесь, потому что сам выбрал этот путь. Твоя душа не ошибается. Она мудра, сильна и помнит то, что ты пока только начинаешь вспоминать. Именно в этом пространстве перед воплощением душа видит свою будущую жизнь целиком, как карту, разложенную на ладони. Она знает, что не сможет все проконтролировать, потому что свобода воли будет частью земного опыта. Но душа заранее чувствует, каждый поворот, каждый выбор, каждая встреча будет наполнена смыслом, даже если этот смысл не всегда будет очевиден в моменте. Перед рождением душа испытывает не только осознанность, но и особую нежность к тем, кто встретит ее в новом теле. Она видит своих будущих родителей не такими, какими они будут внешне, а как энергии, как роли в великой пьесе, в которой все участники пришли помочь друг другу вспомнить, кто они. Бывает, что душа выбирает родиться в семье, где будет боль, отвержение или даже насилие, не из мазохизма, а потому что именно в таких обстоятельствах может быть пробуждение, обострение чувств, развитие глубокой сострадательной силы. Бывает, что перед воплощением душа долго колеблется. Ведь она знает, что, войдя в тело, она на время забудет, кто она есть. Она лишится легкости, ясности, божественного знания. Ее сожмет материя, боль, одиночество, страх, борьба, все то, чего нет в пространстве света. Но одновременно с этим душа знает, именно в этом ценность. Именно в забвении рождается подлинный выбор, настоящая вера, подлинное чувство любви, не потому, что ты помнишь ее как вечность, а потому, что ты снова ее находишь. В этом и есть великая алхимия рождения, потеряться, чтобы потом найти себя снова. Душа не воплощается одна. С ней идут другие, те, кто будет играть роли, кто-то станет зеркалом, кто-то провокатором, кто-то наставником или душевной опорой. Иногда душа и ее будущие родители договариваются о важнейших точках жизни, о том, когда расстанутся, как изменят друг друга, чему научат. Все сценарии обговариваются на тонком уровне, и то, что кажется хаосом, на самом деле великий замысел. Но даже зная все это, душа все равно плачет. Да, она знает, что вернется. Она знает, что все временно. Но она все равно плачет, потому что чувствует, что впереди отделенность и что земля умеет быть очень жестокой. Это не страх. Это священная серьезность. Это боль от осознания, насколько легко забыть себя в плотном мире. Некоторые традиции говорят, что перед рождением душа целует лоб своего наставника, последний контакт с источником. Это символ памяти, в глубине души всегда будет эта точка, откуда началось путешествие. В иудаизме считается, что перед рождением ангел прикасается к губам ребенка, и он забывает все. В индуизме говорится о входе через врата матери, где душа прощается с тонким планом. Переход в физическое тело может быть разным по ощущениям. Некоторые описывают его как удар, другие — как медленное затягивание, словно сквозь теплую завесу, где ты все сильнее теряешь воспоминания. В момент родов душа ощущает сильнейшую трансформацию, плоть сжимает ее, боль становится новой реальностью, крик — первой вибрацией жизни. И все же даже в этом моменте сохраняется глубинное знание. Душа чувствует, что это начало, не конец. Это новая глава, написанная добровольно, с любовью, даже если ее страницы будут полны боли и вызовов. Она приходит не случайно, она приходит, чтобы быть. Некоторые дети в первые месяцы жизни сохраняют связь с тем миром. Они смотрят в пустоту и улыбаются, будто кого-то узнают. Они плачут не из-за голода, а от тоски по свету, из которого пришли. И с каждым днем этот свет тускнеет, пока однажды не исчезает совсем. Но в самые трудные моменты жизни душа вспоминает.
В любви, в утрате, в медитации, в глубоком одиночестве что-то шевелится внутри, словно зов. Словно внутри что-то говорит: ты пришел сюда не просто так. И тогда начинается процесс обратного пробуждения. Человек вдруг понимает, что все происходящее не наказание, а путь. Что боль не кара, а учитель. Что не он родился случайно, а сам выбрал каждый шаг. Когда ты знаешь, что душа сама пришла в этот мир, ты начинаешь жить иначе. Ты больше не спрашиваешь, почему я, ты спрашиваешь, что я должен понять. Ты смотришь на свое прошлое с уважением, на настоящее, с осознанностью, на будущее, с открытым сердцем. И ты понимаешь, каждое воплощение — это добровольный акт любви. Любви к росту. Любви к познанию. Любви к самому себе. Секрет последнего перехода в том, что ты никогда не один. Ты никогда не потерян. Ты просто на время забыл, кто ты. Но внутри тебя всегда есть свет, отпечаток того, кем ты был до рождения. И если ты тихо закроешь глаза и задашь себе вопрос: почему я здесь? Возможно, ты снова услышишь его. Тот голос, что был с тобой в момент перед рождением. Тот голос, что знал, ты справишься. Мы привыкли воспринимать жизнь как череду случайностей, в которых мы якобы выживаем, приспосабливаемся, ищем счастье. Но если посмотреть с высоты души, все меняется. Душа не просто выбирает свою судьбу и приходит в тело. Она делает это ради великого замысла. Этот замысел не абстрактная миссия, не пафосный долг перед человечеством. Это гораздо глубже. Это личная эволюция сознания. Душа рождается не для того, чтобы быть хорошей или правильной, а чтобы испытать себя через радость, боль, любовь, предательство, одиночество и единение. Каждое воплощение, как новая глава книги, где сюжет развивается, но герой остается один и тот же. В каждой главе он узнает что-то новое о себе, о слабости, о силе, о тьме внутри и свете, который побеждает. Душа не жертва, душа — автор этой книги, даже если на мгновение забывает, что держит в руках перо. Так зачем же рождаются души? Потому что только в плотной реальности, где есть время, боль и ограниченность, можно научиться тому, чего не постигнешь в мире света. Там, где все идеально, нет роста. Только на земле можно испытать истинную храбрость, доброту без условий, любовь вопреки. И здесь мы познаем, что значит быть человеком не телом, а существом, проходящим сквозь испытания, чтобы вспоминать, что оно — вечный свет. Душа рождается, чтобы учиться отличать настоящее от иллюзий, любовь от страха, истину от условностей. И каждый раз, проходя это, она становится ярче. Это и есть алхимия воплощения, превращение света в плоть, а затем обратно, через осознание. Ты не просто случайная искра жизни. Ты — древняя душа, которая уже много раз рождалась, умирала, теряла себя и находила заново. И с каждым разом ты поднимаешься выше. Именно для этого ты пришел. Ты — часть великой игры, часть огромного цикла пробуждения. Ты пришел, чтобы научиться любить, несмотря ни на что. Чтобы простить. Чтобы вспомнить, кто ты. А потом поделиться этим светом с другими. Потому что душа никогда не растет в изоляции. Она развивается через контакт, боль, зеркало и отражение. Все, что ты видишь, это части твоего же роста. Даже враги — это учителя в масках. Ты мог выбрать спокойную жизнь, но ты пришел в мир, полный контрастов. Это говорит только об одном: ты сильнее, чем думаешь. Душа не выбирает легкого пути. Она выбирает путь, который пробуждает. И когда тебе кажется, что все рушится, знай, возможно, это именно тот момент, ради которого ты и пришел. Чтобы выбрать не страх, а силу. Не отчаяние, а мудрость. Не разрушение, а свет. Потому что ты не просто человек. Ты — воплощенная душа. Пламя, вошедшее в форму. Частица вечности, играющая роль смертного. И когда-нибудь, вернувшись домой, ты посмотришь на все это и скажешь: я помню. Я прошел. Я стал сильнее. И твой свет станет ярче.
можно ли умереть? И при этом не исчезнуть, можно ли выйти за пределы тела, не теряя себя, а наоборот, обретая все? Эти вопросы мучили человечество тысячелетиями, но именно Дипак Чопра осмелился не только задать их заново, но и предложить радикальный ответ. Жизни нет конца, потому что ты не тело, а сознание. Не философ, не монах, не гуру в пещере, он практикующий врач, научный человек, выпускник ведущих медицинских школ Индии и США, в прошлом главный врач в одном из госпиталей Бостона. Его путь начался в фармацевтической системе, основанной на таблетках, анализах и диагнозах. Но чем больше он наблюдал за пациентами, тем глубже понимал, за пределами телесного страдания всегда стоит что-то невидимое, разум, энергия, осознание. Так он пришел к главному выводу своей жизни: сознание первичнее материи. Это утверждение не просто философская идея, это вызов всей западной картине мира. Материалистическая наука учит, что ты — биомеханизм, управляемый электрическими импульсами в нейронах. Но Чопра отвечает: твоя природа — не механика, а свет. Он утверждает, что сознание не возникает в мозге, как звук не возникает в колонках. Мозг — это приемник, а не генератор. Когда приемник ломается, сигнал не исчезает, он просто больше не воспроизводится на этом устройстве. Чопра говорит: ты — сознание, использующее тело как инструмент. Смерть тела — не исчезновение сознания, а освобождение от ограничений. Это утверждение перекликается с тысячелетней философией индуизма, где душа, атман, вечна, и цикл рождения и смерти, сансара, лишь переходная фаза. Чтобы подкрепить эти идеи, он обращается не только к духовным источникам, но и к научным. Он ссылается на Макса Планка, одного из отцов квантовой физики, который заявлял: сознание — это основа всего. Материя производна от сознания. Это не метафора, а прямое физическое предположение. Чопра вводит понятие нелокального сознания, то есть такого, которое не привязано к конкретному месту или времени. Он утверждает, что сознание выходит за границы мозга, может существовать отдельно от тела и сохраняется после физической смерти. В подтверждение он приводит огромное количество кейсов людей, переживших клиническую смерть. Эти люди, несмотря на остановку сердца и отключенный мозг, описывали события, происходившие в палате, диалоги врачей, действия, визуальные сцены. Научные исследования, такие как проект РУЭР под руководством доктора Сэма Парнии, подтверждают, в ряде случаев сознание действительно продолжает регистрировать информацию даже в состоянии мозговой смерти. Чопра считает, что эти свидетельства — ключевой прорыв в понимании природы души. Он пишет: если вы думаете, что смерть — это конец, вы просто отождествляете себя с телом. Но вы не тело, вы свидетель происходящего. Для понимания этого он предлагает практики: глубокую медитацию, дыхательные техники, йогу, визуализацию. Цель этих практик — вернуть человека в состояние осознанности до того, как возникла его личность. Потому что, по Чопре, личность — это временная маска, а за ней скрывается вечный наблюдатель. Он называет это чистым сознанием. Это состояние, в котором нет страха, привязанностей, времени и даже смерти. И если ты научишься в него входить, смерть станет для тебя не кошмаром, а освобождением. Книга Чопры «Жизнь после смерти. Погружение в таинство сознания» стала международным бестселлером, потому что она не просто вдохновляет, она разрушает барьеры между верой и знанием. Он объясняет тонкие вещи языком современной нейробиологии, но не теряет духовного масштаба. Он подчеркивает: вы не должны верить в это. Просто закройте глаза, дышите и почувствуйте, кто вы, если убрать все роли, имена и формы. Тогда вы увидите, смерти нет. Есть только переход. Его философия не отвергает науку. Наоборот, она призывает ее выйти из коробки материализма.
Он сотрудничал с научными институтами, проводил эксперименты по влиянию медитации на работу мозга, кардиоритм, гормональные уровни и клеточную активность. И результаты удивляют даже скептиков. Во время медитации изменяется структура нейронных связей, снижается уровень кортизола, увеличивается активность префронтальной коры. А главное, уходят страх и тревога перед смертью. По Чопре, страх смерти возникает из-за ложного отождествления себя с телом. Но как только ты осознаешь, что ты — энергия, ты больше не боишься, потому что энергия не умирает, она только трансформируется. Он приводит метафору: смерть — это как снятие одежды. Ты не исчезаешь, ты просто снимаешь тело, как старую рубашку. А потом надеваешь новую. Или не надеваешь вообще. Именно поэтому он критикует религии, которые пугают смертью, вместо того, чтобы помочь человеку подготовиться к переходу. Смерть — это не суд, а свобода. Не наказание, а возвращение в дом, из которого ты вышел, чтобы поиграть в игру под названием «Жизнь». Таким образом, Чопра разрушает границу между медициной, наукой, философией и мистикой. Он говорит: все одно. В теле ли ты или вне тела, ты есть. Ты наблюдаешь. Ты осознаешь. И значит, ты существуешь вечно. На протяжении веков наука старалась держаться на безопасной стороне береговой линии. Слишком долго мы были уверены, что все объясняется химией, нейронами и законами Ньютона. Все, что нельзя измерить, считалось вымыслом, и смерть в этом контексте всегда была простой: конец, финал, выключение из света. Однако в последние десятилетия научное сообщество начало сталкиваться с фактами, которые не вписываются в привычную картину. В палаты реанимации все чаще приходят истории, которые должны были быть невозможными. Пациенты, находившиеся в состоянии клинической смерти, начинают описывать события, происходящие в реальном времени, вне тела, вне мозга, вне логики. Их мозг уже не функционировал, но они видели себя со стороны, слышали разговоры врачей, знали детали, которые невозможно было бы узнать иначе. Это не единичные случаи. Это статистика. Доктор Сэм Парния, один из ведущих исследователей в области смерти и сознания, уже более 20 лет собирает такие случаи по всему миру. Он утверждает, сознание может существовать отдельно от мозга, как будто мозг — это не дом, а временное убежище. В 2014 году его команда опубликовала исследование, где описывались десятки эпизодов осознанности после остановки сердца, подтвержденных внешними свидетелями. Наука начала заглядывать в глаза загадки, которую раньше боялась признать. Если сознание — это просто биохимическая реакция в мозге, как оно может продолжать функционировать, когда мозг мертв? Почему одни пациенты после смерти описывают свет, любовь, встречу с близкими, а другие — холод, темноту и пустоту? Ответов пока нет. Но появляются теории, которые звучат как фрагменты из мантр, а не из учебника физики. Квантовые физики, вроде Роджера Пенроуза и Стюарта Хаммероффа, предложили гипотезу: сознание — это квантовый процесс, происходящий в микротрубочках нейронов. То есть, сознание не просто работа мозга, а результат взаимодействия с более глубокой реальностью, возможно, даже с той самой, которую описывают мистики. Когда тело умирает, квантовое поле не исчезает. Оно растворяется в более высоком измерении, оставаясь живым. Это уже не просто теория. Появляются исследования, которые подтверждают, что акт наблюдения влияет на результат эксперимента. В квантовой механике частица существует в суперпозиции во множестве состояний одновременно, пока ее не наблюдают. Сознание, как кажется, меняет саму материю. И здесь наука сама спотыкается о свои догмы. Если сознание влияет на реальность, то что это за сила? Почему она не умирает вместе с телом? Что, если это и есть искру, которую религии называют душой, а мистики — божественным присутствием?
Профессор Джон Эклклс, лауреат Нобелевской премии, еще в 20 веке говорил: «Сознание не может быть порождением мозга». Он верил в дуализм, идею, что разум и тело — это разные сущности. Современная наука пытается отвергнуть дуализм, но с каждым годом реальность подбрасывает новые аргументы в его пользу. Возникает главный вопрос: если сознание не умирает, куда оно уходит? Некоторые ученые предполагают, что после смерти мы возвращаемся в универсальное поле сознания, нечто вроде информационного океана, где записано все, что когда-либо было пережито. Это похоже на хроники Акаши в эзотерике, но в научной оболочке. По сути, это единый банк памяти всего сущего. Твоя личность, твой опыт, твои эмоции — они никуда не исчезают, а впитываются в коллективное сознание. А теперь остановись и подумай: если это правда, тогда что такое Бог? Это не старец на облаке, не идея, не моральный судья. Это само сознание, само поле наблюдения, которое знает, кто ты, потому что оно и есть ты. Значит ли это, что наука приходит к Богу? Не в религиозном смысле, но в фундаментальном, энергетическом, квантовом. Бог — не существо, а структура реальности. Бог — это наблюдающий разум, в котором происходит все, включая тебя. Дипак Чопра говорил: наука без духовности слепа. Духовность без науки — иллюзия. Сегодня мы стоим на грани, где эти два полушария сознания начинают соединяться. Больше нельзя просто отвергать потустороннее, как сказку. Потому что сама наука начинает вглядываться в эту сказку и видеть там отражение собственных формул. Если смерть — это не конец, а переход, то, возможно, вся жизнь — это тренировка умирать осознанно. Не с криком, а с пониманием. Не с отчаянием, а с признанием: я возвращаюсь домой.